Radinko Pictures. Golden Hands Production. Представляю. Макарон! Макарошечки! Смешайте сахарную пудру с миндальной мукой и орех-продукт и просейте через не очень мелкое сито. Белки комнатной температуры взбейте до легкой пены. Затем постепенно добавьте сахар в 3-4 приема. Взбивайте на средней скорости, пока не получится плотная устойчивая меренга. В конце взбивания добавьте краситель. Добавьте примерно треть миндальной муки и начинайте смешивать аккуратными круговыми движениями. Затем добавьте оставшуюся часть и такими же круговыми движениями смешайте, пока миндальная мука не объединится с меренгой. Дальше я вымешиваю вот так, прижимаю лопаточкой макаронаж к стенкам миски и затем круговыми движениями снова собираю его. Здесь мой блондинистый мозг вспомнил, что я забыла добавить краситель. Добавляю гелевый краситель и продолжаю вымешивать. Обычно я добавляю гелевый краситель в конце взбивания меренги, когда она уже почти готова. Если это сухой краситель, то добавляйте его в жидкий белок. Макаронаж готов, когда он стекает с лопатки непрерывной лентой. Переложите его в мешок с круглой насадкой диаметром 8-10 мм и можно отсаживать макарон. Отсадите макарон на силиконовый или тефлоновый коврик, диаметр примерно 3-3,5 см. Подсушите при комнатной температуре примерно 30 минут. Когда вы дотрагиваетесь до макарон и к пальцу ничего не прилипает, пора выпекать. Миндальная мука – это очень важный ингредиент для макарон. И когда ты знаешь, где купить качественную муку, из которой у тебя 100% получится макарон, это очень облегчает жизнь. Заказывайте в магазине Орех Club с промокодом DAYAFEYA и получайте скидку 7%. Ссылку на магазин я оставлю в описании к видео, и там же напишу точное количество ингредиентов для этого рецепта. Рецепт начинки я покажу в следующем видео, подписывайтесь, чтобы не пропустить. И до новых фильмов!